Г2 не пошел. Г2. В Liquid не пошел. Все рады, все интересуются, все довольны. Дэн меня прям верит. Я только пришел в команду, мое мнение уже учитывается. Вы как будто бы две противоположности, по идее. Ну, в смысле... Да, я с этим согласен. Дедовщин, буду ошибаться, на меня орать будут. Мы работаем с психологом еще. Он на самом деле... Это для меня первый опыт. Сломал позвоночник в 14. Я, кстати, 10-й левел фейса на коленях хапнул. Всем привет, вы на канале Virtus.pro. Это интервью с Фламусом и Айси, новыми нашими игроками. Мы только что поговорили. Во-первых, Фламус легенда и очень разговорчивый, добрый. Айси немного застенчивый, вы его за это не ругайте. Поймите, что люди разные, типа, напишите ему добрые слова, он будет меньше стесняться камеры, а так... Это абсолютно два адекватных человека, взрослых не по годам. Знают, почему они оказались именно в нашей команде и знают, чего они хотят в предстоящем сезоне и в целом в своем будущем. Он ночью разговаривает. Реально? Он орет ночью и охает, и ахает. Он заболел, когда болеешь, у тебя пизда происходит. У тебя сны снятся всякие. У него прям... Под температурой. Прям вот он прям вот вчера, я вот только засыпаю. Расскажи, как ты попал в ВП? Мажор закончился, мне прилетел инвайт, и пошли переговоры. И я выявил желание играть в ВП. Я знал состав, который уже будет. Мне очень нравятся игроки, которые здесь. Кор игроков — это все чемпионы мажора. Мне очень сильно хотелось играть с опытными людьми, которые всегда знают, что делать, которые меня могут там подстраховать, мне передать опыт. В Геймер Легион это все равно все-таки молодежка была. Это, наверное, был вот решающий. Ну, то есть это не этот. Но еще я в русскоговорящей команде тоже хотел играть. Это тоже один из, наверное, важных факторов. Ну, мне написали, меня курсадули, мой менеджер сказал, типа, вот, тобой интересуется команда, хочешь ли ты туда? Я, конечно, сказал, да, я хочу, типа, Virtus.pro, я всегда. Это потому что тут игроки, я их давно знаю, я хочу с ними, хотел с ними играть. Согласился на предложение, которое мне поступило. А у тебя еще были предложения? Да. Почему ты выбрал ВП? Знаю людей этих, команду, так скажем, типа, без выбора, типа, тут было бы комфортно играть. Я хотел сюда и когда-то, и хочу, конечно, и вот. Вот я здесь. Я и тут, да. Я хочу сказать, что, типа, здесь работают, конечно, профессионалы, потому что, типа, мне все делают, для меня всегда там понятно, все понятно объясняют, все на хорошем уровне. Хорошо. Интересовались, но предложений не было. Предложение было одно. Было англоязычное, я скажу так, европейское, и, как мне кажется, это тоже так, североамериканская одна была. То есть вот так. Г2 не пошел. Уебок. В Liquid не пошел. Фалькос не пошел. Да, думаю, да, блин. В арабскую организацию меня не звали. В какую? Во все. Twisted Minds? Во все. А там такая есть? Да, но не по КС. Как ты влился в коллектив? Короче, я пришел. Поддержка нереальна, на самом деле. А Дэн меня прям пиздец верит. Когда мы только зашли в TeamSpeak, это когда все, сказали, да, все, я понял, что я окажусь в команде, это было конец декабря, за пару дней до Нового года. Мы зашли, я просто хотел посмотреть, на каких позициях я буду играть, чтобы к ним подготовиться. Позиции изначально были вообще другие. То есть логичнее всего, что сейчас делать, поставить опытных игроков на роли, на которых они и так играли, и мной заткнуть дыры там на опору где-то, а где-то наоборот, где-то там хелпующий, где-то опора, там где-то люр, где-то открывающий. Но это будет ломать систему. Изначально я сам думал, что я буду на поле играть. А потом, когда я прихожу на праки, я, оказывается, на всех хелпующих ролях. Везде, типа, первого играю. То есть для простых обывателей интернета стар-роли. Как я понял, это просто чистая Вера Денисова. То есть он прям вот хотел, чтобы я так играл. Перед турнирный мандраж, перед игровой мандраж, когда ты начинаешь играть, все уходит. У меня тоже было вот это вот мандраж, это вот, потому что, блядь, три победителя мажора у меня в команде. 3 победителя мажора у меня в команде. И я думал, сейчас все, блядь, там дедовщин нахуй, буду ошибаться, на меня орать будут. Во-первых, я не чувствую давления вообще никакого. Вот, удивление для самого себя. Атмосфера в команде такая, что я не чувствую давления. Мне помогает Паша сильно. То есть мне пацаны помогают, они мне говорят о ошибках. Мое мнение учитывается.
То есть я только пришел в команду, мое мнение уже учитывается. И когда, допустим, я прав, и я об этом, то есть я доказываю свою цель, меня слушают реально, и от моих мыслей тоже отталкиваются. И это тоже придает некий буст по конфиденсу и по морали. Мне кажется, это очень важная тема, тоже очень важная тема. Но я прям чувствую вайб, мы когда играем, я там пятюню, ко мне Дэн пятюню отдает, когда он смотрит, говорит, какой я типа красавчик. И типа для меня это икона, я писал в 15 лет, могу найти в ВК, потому что это мой любимый игрок был. Ну реально, я в 15 лет давал интервью, или в 16 лет Нижегородскому киберспорту, что-то такое. Я писал то, что мне там что-то нравился Бумыч и Электроник. Хереем. Не ожидаешь, как судьба повернется. Прям вообще не ожидаешь никогда. И я прям счастлив. Ну, прям счастлив. Осталось только не обосраться, а работать, и все заебись будет. В игровом плане я бы сказал, что я только вливаюсь. А в неигровой, конечно, мы лично не были знакомы все. Ну, возможно, знали друг друга, но лично не были знакомы. И сейчас идет, я адаптируюсь, привыкаю, узнаю их. Они там давно, общаются, дружат, играют, работают. И, это будет сложно. А я пришел с Тимуром, и, как-то мы вместе вливаемся в коллектив тут. Как у тебя там близкие друзья отреагировали на твое подписание? Они удивились. Они меня поздравили, конечно. Ну, мы с ними общаемся, все отлично. Они, наоборот, за меня порадовались, они мне каждый день пишут почти. Как тренировки. Там мне и родители пишут каждый день почти. Все рады, все интересуются, все довольны. Сейчас надо на ПГЛ Астану точно выходить. Да, я хочу это, конечно, будем стараться над этим, так как я сам этого хочу, потому что это будет моя страна, так сказать. Все, кто разбираются, они радовались. Не радовались только те, кто читают телеграм-паблики. Состав сейчас будет новый. Состав сейчас полная перестройка. Это абсолютно новая команда, которая будет абсолютно другая игра, абсолютно другое все. Но, как я вижу, уже сейчас мнение начало меняться. Родители у меня, я им все объяснил, и они обрадовались им за меня, и они за меня только радуются и поддерживают. Они не сомневаются в моих решениях. Они мне стараются помогать, но в моих решениях они не сомневаются, потому что я уже доказывал, то, что могу там сам что-то сказать, принять решение. Это когда началось? Вот когда у тебя произошло, что тебе стали доверять в плане твоей жизни? После школы? У меня была такая тема, что я всю жизнь в кружке ходил. Сломал позвоночник в 14. Я тоже ломал позвоночник. Тоже в 14, прикинь. Поднял девочку. У меня ноги смотрят вперед, а я с девочкой на руках на 180 назад. И то есть, и я сломал позвоночник стоя. То есть у меня просто случилась компрессия. И потому что у меня был не позвонка, а группа позвонков. У меня с одной стороны они были просто меньше, чем с другой. Компрессия случилась, их нужно было выправлять. Я, кстати, 10 левел фейса на коленях хапнул. Мне нельзя было сидеть полгода после этого. Я клал подушки на пол и играл в КС. И вот так я апнул 10 левел фейс. В 17 лет в 11 классе перед ЕГЭ у меня была ситуация, что я стою, осуждаю, в туалете вейп курю, заходит директриса, вот так вот, а я вот так вот стою вот так вот, и она на меня смотрит мне в глаза, в мужской туалет зашла. Она вызывайте, говорит. Она говорит, либо платите штраф, либо вызываем полицию. Мой папа пришел, сказал, вызывайте полицию. Вызвали полицию, сказали, больше так не делай, и разъехались. После этого момента мы ехали с отцом в машине, и он мне сказал, Тимур, зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что это плохо. Я говорю, пап, я знаю, мне хочется. Я вот захочу, ты мне запретишь. Ты же меня в школу не запретишь ходить? Я там найду у кого там это. После этого мы с ним перестали общаться на очень долгое время. Прям вот это настолько долгое время, что с днем рождения пожать руку. С днем рождения, Тимур, и дальше по своим делам. Вот у меня такое общение. Тогда у меня, получается, я уже на свой первый турнир начал ездить 15 лет. Но это были нижегородские ланы, где у меня там самый крутой выигрыш, что 5000 рублей было. Потом я попал в Spirit Академию в 16. У меня там был контракт. То есть все равно это академка все-таки... Все серьезно в целом. Серьезно? Чуть-чуть. Да, но все равно родители... Я был распиздяем, прям откровенно. И распиздяем я был, потому что мне было просто не до конца, потому что я был маленький. Я не понимал, зачем мне надо работать. Я не понимал, как мне надо работать. Я не понимал, для чего мне надо работать. Я не знал, над чем мне надо работать, что мне нужно усовершенствовать, зачем я эти демки смотрю. Да? Я думал, я крутой игрок. Меня там воткнули на эти позиции, на которых там на опорника играл. Меня там пару раз в ебальник понадавали. Я думаю, любой бы другой человек стал бы этого стесняться, но я не буду. Серега,
который нынешний тренер Main Spirit. И поменяли Сатфом, потому что Сотов был Spirit. Они поменяли Сот, перешел в академку. Первую тренировку с Сатфом я проспал на 2,5 часа. Через 2 недели после этого меня кикнули. После этого я, кстати, слышал то, что считалось это мнение ошибочным, потому что я все-таки роль выполнял, и я просто был распиздяем. Поэтому я никогда с этим не спорил мнением. Я играл на миксах, полукомандах, но без контракта, то есть без таку. Потом пришли времена 163 ON, РКЛ и Invasion. Компьютерный клуб. Вот эта организация. Это был мой, получается, второй контракт. Там уже как-то все начало посерьезнее, потому что я уже долго не был дома. Это вот буткемпы, это я уже надолго уезжаю из дома. И я там деньги начал выигрывать хорошие, и папа начал видеть то, что я там работать начал. Папа начал меня уважать, как я считаю, после этого. Он мне всю жизнь говорил, работать надо, чтобы чего-то добиться, Тимур. А я маленький, я не понимал, что он имеет в виду. Хотя вроде все легко, но я не понимал. Мне похер. Честно, я маленький, я ничего не понимаю, мне все равно. Я повзрослел очень поздно. Вот как раз у меня все начало закручиваться. Он уже начал, то есть, меня поддерживать, потому что мы после этого поступил в шарашку, ходил в зал, то есть он все это видел, то, что я начинаю становиться взрослее. Когда я этим сам начал всем заниматься, то есть сам начал расти как личность и как игрок, он начал меня как мужчину уважать. То есть родители не сомневаются и просто меня поддерживают, но при этом отец мне постоянно после каждой игры, каждую игру мне что-то писал, и это шел совет какой-то. Все спокойнее, продолжаем работу, все хорошо, все красиво. Да. Мы когда 0-2 летели на РМЛ, он тоже. Мне мама, говорит, папа, когда вы проиграли первую карту 0-2, говорит, да, сейчас не выиграю, все, не переживай. Мне папа так моей маме говорил. Мы вышли на мажор после этого. Папа понимает, какой я человек, он знает, насколько я сильный морально. Он же мой отец, и он в меня прям сильно верит, поэтому как-то пришло уже к тому, что доверие уже есть, я уже давным-давно не живу с родителями, то есть у меня есть девушка, я ее тоже сам, сюда ее к себе в Сербию, потому что на данный момент я живу в Сербии. Она живет в Нижнем Новгороде-Сербии. Вот так вот. Да, просто доказал то, что я самостоятельный, и все. Настоящий мужчина. Я не знаю, что это значит, поэтому не могу. В смысле, в общем понимании стал мужчиной, который... Если разговор идет про семью, про заработок, про содержание, там, допустим, девушки, себя, семьи, это 100%. Наверное, если это означает быть мужчиной, то да. Потому что кто-то скажет даже, потому что я волосы у меня крашеные, я уже не мужчина. У тебя крашеные волосы? Они уже нет, у меня там на краю, видишь, так остались. У меня там милирование делал. Как тебе Тимур? Мне нравится. Как человек. Он такой открытый, общительный. Он такой интересный и как игрок. Вы как будто бы две противоположности, по идее. В смысле... Да, я с этим согласен. Ты чуть закрытый, такой сфокусированный, да. А он такой... Да, он там, да, согласен. Сплоченность не в игровом плане, там понятно, что много над чем надо работать и все остальное, но сплоченность в плане вас как людей. Вы стакаетесь как люди? Да, я думаю, вполне. То есть у нас нет такого, что кого-то гнобят. Я говорю, тут нет такого. Никогда я пришел, не было ничего. Сразу меня приняли. То есть у нас плюс еще мы ввели такое правило. У нас каждый день совместный завтрак, каждый день совместная прогулка, и мы все время вместе. И то есть не так, что мы вместе заебываем уже друг друга. А так, то, что мы идем на прогулку, вместе общаемся, вместе что-то делаем, тренируемся вместе. У нас там с психологом, мы, кстати, работаем на буткемпе, тоже очень крутая тема нам задвигает он. И думаю, что как люди мы стакнулись. Как проходит буткемп? Он проходит, мы сейчас в Сербии, он происходит в городе Белград, мы заселились. Наш день начинается с того, что мы просыпаемся, вместе завтракаем, вместе там гуляем, потом садимся, у нас разборы, потом после разборов у нас тренировки, и так до вечера. С психологом вы еще работаете? Да, мы работаем с психологом еще. Он на самом деле, это для меня первый опыт. Тебе лично помогает? Мне лично помогает, потому что, не знаю, дает как-то... на самом деле в команду лучше не держать, конечно, в себе, потому что вы команда, вы пытаетесь, быть как один организм, как один симбиоз, и вы должны, все делать вместе, и у вас не должно быть, чтобы что-то накапливалось, вы должны говорить, все прямо. И, критика, мне кажется, должна относиться нормально, потому что критика — это путь к развитию, по моему мнению. План на буткемп — разобрать карты все, просто хотя бы по минимуму
разобрать все, чтобы мы понимали, кто на что способен, найти сильное, что у нас есть, понять, что у нас работает, над чем срочно нужно поработать, над этим поработать и двигаться к следующему мапе. Так вот скажу, мы в праке там играли против сильных команд и выигрывали, то есть шансы все, чтобы пройти на Blast, есть. Но это все в праке. Что будет на стелке, никто не знает. Но плюс того, что онлайн, это все-таки более такая домашняя у нас атмосфера. Мы на буткемпе, то есть по факту. Это хорошо или плохо? Вот. Это и хорошо, и плохо. Потому что, если бы мы пришли бы и разобрали, сразу бы полетели на лан, было бы немного другое. Было бы сложнее, мне кажется. А сейчас это все будет немножко по нарастающей. То есть мы можем, если мы в онлайне наиграем, мы тоже найдем ошибки, поймем, на чем надо поработать. Может, кто-то нервничает, кому-то надо будет отдельно что-то делать, да, и еще что-то. И уже потом с этим поедем на лан, чтобы мы уже будем более готовы к этому лану. Ты, типа, хард-снайпер. В каких-то моментах я могу, типа, пойти пикнуть сразу в начальный тайминг, либо в среднем заколить. Но на самом деле у меня такой стиль, что я больше всего, скорее всего, забираю. Нежели я бегу, дал фраг, и бегу еще дальше, не знаю кто. Типа, я, например, дал фраг, и, становлюсь, отхожу назад, и, забираю команду. Более, команды, скорее всего. А нежели, забегу, стреляюсь в стейки. На данный момент у нас, новая команда. У нас есть тройка, которые мы с каждым днем, много разбираем, по много времени, добавляем тактики, не знаю, заготовки, рассказываем фишки, что, будем делать, как в раундах, такого. Много теорий, так скажем. Какие планы? Для начала я очень сильно хочу выйти на Blast, потому что это очень сильно бустит нас по рейтингу, чтобы закрепиться. Это очень важно для будущих турниров. Хочется закрепиться, хочется вывести этот тег, вернуть его в топ-10. Хочется, потому что еще и для меня же это вызов. Я никогда не был в топ-10. Мне хочется в топ-10. В чем мы говорил, вышли, стали топ-17 благодаря одному турниру. Для меня это ничего. И хочется стабильно попасть в топ-10 и стабильно расти, шаг за шагом приближаться и стараться стать лучшей командой в мире, но это, не знаю, это как будто задача точно не на один сезон. Но я считаю, что все возможно. И индивидуальный скилл игроков в этой команде позволяет. Просто надо работать, и я думаю, у нас все получится. И я просто не люблю так ставить цели на будущее. Я люблю так постепенно. Я ставлю цель перед собой, и иногда даже ставить цели — это неправильно, потому что ты к ним стремишься. И когда ты их не достигаешь, у тебя опускаются руки. Не опускаются руки, тебе просто тяжелее принять тот факт, что ты проигрываешь. А ты когда проигрываешь, что нужно сделать? Нужно посмотреть, почему, сделать выводы, стать лучше и идти дальше. Это работа в этом плане. Это спорт. У меня самая первоначальная цель — это хорошо играть в контру. Просто хорошо играть на своих ролях, не подводить команду. Хочется просто доказать то, что я не могу считать себя тир-1 игроком мирового класса уже прямо сейчас. Я очень далек от этого. Я готов работать и сделать этот шаг в том направлении, чтобы становиться этим игроком. И я считаю, что эта организация и эта команда может дать мне все для этого. В этом году очень будет много турниров, и мы будем стараться показывать результаты, заходить в топы, так как нам нужен рейтинг, чтобы приглашали на хорошие турниры. Будем стараться браться за каждый турнир, потому что может случиться плачевно, если мы не на Blast, не займем какое-то место. Может быть, не критическое, конечно, но у нас есть еще один турнир. Но, конечно же, хочется, чтобы попадать сразу в топ, так как у нас новая команда, у нас конфетно-букетный период, такого, и будем, конечно, стараться. У нас турнир, на самом деле, очень быстро, так как мы недавно собрались, можно сказать, через неделю уже сразу. Мы, делаем все, добавляем карты, разбираем, играем, по 6-7 праков в день. Постараемся, конечно, очень мало времени у нас на первый турнир, и это, приоритетный турнир, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Эмоции положительные у нас всех, потому что, мы готовимся к этому. Надеюсь, конечно, это поможет к нам. Что можешь сказать по поводу свалившегося на тебя хайпа после мажора? Как я справлялся с хайпом? Для меня это все в новинку, я стараюсь на это не обращать внимания. Потому что для меня важно мнение себя и близких. Даже иногда бывает, что мнение самого себя о себе — это самое главное.
Плюс для меня важно очень сильно мнение авторитетов. То есть то, что в меня так верят в команде, то, что у меня есть прям вот, ну, я же говорил ранее о том, что у меня был идол, когда я был маленький, там, то, что Дэн Электроник. И то есть, когда в меня он так сильно верит, когда в меня верит тренер, когда в меня верит команда, когда в команде победители мажоры, они на меня реально делают ставку. Вот это важно. То, что мне пишут, на это я стараюсь не обращать внимания. То есть в основном просто у меня немного хейта всегда было. Бывало такое, что мне смерти желали, и маме моей писали, и что только не происходило. То есть это все, конечно, неприятно, но как будто этот этап я прошел. Мнение там своих реально родственников гораздо важнее. Я не стараюсь сказать то, что мне похуй на всех людей, которые меня поддерживают. Я очень ценю своих подписчиков, уважаю и люблю их, потому что они мне дарят confidence и дарят мне просто эту поддержку. Кто-то равняется, мне пишут советами. Я поэтому всегда стараюсь всем фанатам, абсолютно всем. Если что, те, кто меня поздравили от ВК, там, я всем ответил. Не пишите. Нет. Пишите. Нет, не пишите. Я записываю кружки, стараюсь, потому что я люблю своих фанатов. Я экстраверт, то есть они меня любят, я их люблю, и я просто, то есть стараюсь быть самим собой. Я просто экстраверт, я люблю дарить себя людям, они любят меня, я люблю их, мне в кайф с ними общаться, почему бы и нет. Что хочешь сказать фанатам и хейтерам, которые... Сначала фанатам, а потом, может, хейтерам, которые не верят? Ну, поддерживайте, будем, конечно, доказывать то, что мы не бомжи. Ну, а хейтерам, не знаю, я к хейтерам не прям, серьезно отношусь, потому что это нормально, в спорте. Кому-то что-то не нравится, это норм. Алгаки из этого. Спасибо вам большое за то, что несмотря на всю эту волну хейта, которую пережила ВП за этот год, в принципе, и то, что мои фанаты тоже, вам тоже большое спасибо, потому что вы через это говно тоже, через всю эту волну, вы стояли на своем и спорили у меня постоянно, у меня споры в комментариях, что вы через все это проходите, вы в меня верите, вы в меня любите. Фанатам ВП хочу сказать тоже большое спасибо, то, что несмотря на всю эту волну хейта, вы остаетесь с нами и верите в нас. Это очень круто, мы вас реально любим. А хейтерам, что я хочу сказать, спасибо большое за ваше мнение. Мы его ценим, любой точки зрения место быть. Но вы сами же выбираете, куда давать тратить свою энергию. Если вы хотите тратить свою энергию и время на то, чтобы дарить негатив в этот мир, это ваше дело. Но я скажу от себя так. Я буду стараться выложить на 100%, чтобы у вас не осталось выбора, просто как стать фанатами ВП. Мы вас любим, ребят. Спасибо большое за поддержку и болейте за ВП.